друзья! Сегодня у нас интереснейший ролик, интервью с риэлтором из Флориды, Майами, Викторией Волынец. Мы сегодня обсудим две основные локации Майами, Флорида и, собственно, побережье Коста-Бланка, как локации, которые привлекательны для наших клиентов для покупки объектов недвижимости, для инвестиций, а также для домов, для отпуска. Обсудим все расходы, обсудим преимущества, недостатки. Виктория сегодня нам в этом поможет. Привет, Вика. С радостью. Привет, Вероника. Спасибо за встречу. Очень рада быть здесь в гостях. У вас классный климат, погода. Мне повезло. Да. И повезло встретить экспертов. Тоже интересно будет увидеть моим зрителям. Расскажи, пожалуйста, Вика, как вообще живется в Майами? Что там происходит? Что там хорошего есть? Как говорится, грех жаловаться. В Майами живется хорошо. Вот, погода у нас прекрасная. Зимой и летом у нас лето. Иногда мы путаемся в сезонах. Вот пальто вывезла погулять, выгулять. В страшную испанскую зиму. В страшную испанскую зиму. Но когда я приезжала сюда с семьей, мои дети в голос стали кричать: «Мама, это Калифорния!» Вот, то есть прекрасный у вас мягкий климат. Во Флориде живется тоже неплохо, как говорится, но гораздо дороже. Это первое, что бросается в глаза, то есть это расходы на жизнь. И я хочу, чтобы мы сегодня с тобой обсудили, какие расходы ждут наших с тобой клиентов, которые покупают, рассматривают инвестиции. Я здесь также себе и своим клиентам прикупила недвижимость. Вот, и занимаюсь подборкой объектов недвижимости под инвестиции во Флориде, тем, кто желает. И сегодня мы с тобой как раз обсудим разницу, что ожидает нашим с тобой клиентам с точки зрения финансов, законов, налогов и цен на недвижимость. Ну и тогда я за испанскую сторону сегодня буду рассказывать. У нас есть два основных пункта. Это приобретение вторичной недвижимости и новостроя. В случае с вторичной недвижимостью у нас клиент оплачивает 10% налога. При покупке недвижимости у него там есть 30 дней после приобретения для того, чтобы после подписания нотариальной сделки, для того, чтобы оплатить 10%. И также есть сопутствующие расходы. Это, собственно, нотариус и регистр. Мы говорим, что это где-то 2500 евро. При покупке новостроя стоимость немножко увеличивается. У нас есть еще именно в нашей локации, в валенсийском сообществе, есть гербовый сбор в размере 1,5%. Соответственно, мы говорим, что это 11,5% плюс нотариус и регистр. Ну и дальше уже необязательные расходы, которые там может клиент оплачивать компании как услуги, да, и делать это за деньги, либо там сам, да, получать НИИ, налоговый номер иностранца, открывать счет, потом подключать свет, воду, например, на объект, переоформлять контракты и так далее. Это то, что уже как бы опционально. Дальше, что касается расходов, мы оплачиваем годовой налог, который составляет в целом на квартиру, ну, скажем, от 300 евро в год, возможно, до 1000, если это большой дом. Сейчас да? расплакались все покупатели недвижимости во Флориде, даже так зарыдали. В общем, да, в зависимости, конечно, от самого объекта, от его площади, размера, локации и так далее, этот налог будет немножко разниться, но это там от 300 евро в год, возможно, там до 1000. Я сама сейчас буду плакать. И если наш объект принадлежит к закрытому сообществу, да, находится в закрытом комплексе, есть такая статья расходов, как коммунидат, это обслуживание общих территорий, если есть, да, лифты, бассейны, сад, детские площадки, спортзал, да, на территории комплекса, то клиент еще оплачивает коммунидат. Он может быть минимальный, если это просто отдельно стоящий дом, где нужно там лифты и там бассейн на крыше максимум, да, помыть, то это может быть где-то 70 евро в месяц. Это квартира, да? Это квартира. Флорида плачет. И если самые топовые объекты, как вот, например, башня Интемпо в Бенидорме, всем известная, да, вот мы под ней прямо находимся, 46 этажей, самое высокое здание, которое здесь есть, у них коммунидат под 300 евро в месяц, это бассейн на 46-м этаже с подогревом, спортзалы, лаунж-бары и так далее, и так далее. Наверное, в общем, и все. Как у вас? Но сейчас я буду радовать тех, кто купил в Испании, и сейчас, наверное, те, кто думал или купил во Флориде, будут очень сильно завидовать тем, кто купил в Испании.
Климат у нас чудесный, у нас лето круглый год и, в принципе, зимы у нас нет, как я сказала. Но есть такой момент, вот тот налог на недвижимость, который вы оплачиваете разово, можно сказать, основной, эти 10-11% при покупке, у нас он отсутствует. Да. Но на этом по налогам радостные новости заканчиваются, потому что у нас налог на недвижимость ежегодный, который можно оплачивать либо поквартально, при оплате поквартально будут небольшие скидки, там совсем несущественные, но налог в год составляет примерно 2%, 1,7-2% от стоимости оценочной объекта недвижимости. Что это значит? Ну, я приведу пример обыкновенный на своем таунхаусе. Таунхаус у меня стоит при покупке у девелопера 600 тысяч, сейчас он стоит приблизительно рыночная цена 700 тысяч. Вот, и посчитай, сколько это 2% в год. То есть я плачу по оценочной стоимости, она была немножко меньше, то есть я плачу ежемесячно $1000 за то, что я владею своим таунхаусом. То есть это не входит обслуживание, это просто налог на недвижимость. Обосновывается это тем, что эти деньги идут на финансирование школ государственных, на финансирование, но опять только государственных, то есть, но качество образования везде разное, то есть, например, мои дети учатся в частных школах, я за них плачу отдельно. Поэтому ежемесячно ты платишь деньги, с которых они финансируют школы на 80%, и 20% еще расходятся там на пожарную часть, на полицию, госпитали, но медицина сюда не входит, обслуживание, это просто поддержание этой инфраструктуры. Соответственно, при покупке недвижимости ты не платишь сразу вот эти 10%, которые, может быть, кого-то пугают. Но потом ты, даже сдавая недвижимость в аренду, арендодатель, мы его называем landlord, он обязательно оплачивает налог на его недвижимость, лежит на нем. И, конечно, это минус. У нас сейчас губернатор Флориды, которого вся Флорида обожает, Десантис, пообещал первый раз вообще за очень много лет в этом году, что он рассмотрит вопрос отмены этого налога, и уже готовы за него голосовать, наверное, как за президента, потому что это то, что есть у тебя возможность или нет у тебя возможности, ты обязан ежемесячно платить, ну, либо раз в год, да, и 12 тысяч в год заплатить за таунхаус, а если это дом, у нас недвижимость просто очень дорогая, да, самый там не лакшери, там дом может стоить хорошей локации там 1 миллион, да, то это $20 тысяч в год годового налога на собственника. Плюс обслуживание ежемесячно, у нас это называется maintenance. Если дом находится в gated community, то, что у вас называется коммунидадом, то есть это огороженное, да, закрытое комьюнити, конечно, $300 в месяц, это у нас, ну, скажем так, может быть, где-то есть 250, ну, в общем, $300 в месяц – это стандартная, минимальная оплата в месяц. Туда входит пользование клабхаусом, в котором стандартно расположены бассейны, спортивные залы, комьюнити-рум мы это называем, то есть сюда можно прийти с компьютером, там Wi-Fi, поработать, там большие кухни, которые можно снять в аренду для своих мероприятий. Вот. И это $300 это минимум, если мы говорим. Если мы говорим о более высокого класса объектах, комьюнити, то за частные дома там может быть оплата спокойно до $800 в месяц. То есть, ну, плюс-минус, то есть мы взяли сейчас самый минимум 300, это не лакшери, да, а если идет лакшери, то уже $500-800 в месяц будет стоить такое комьюнити, обслуживание, общее пользование. А если мы говорим о квартирах, то это, конечно, вообще беда, потому что если квартира в новостройке, то за однобедрумную квартиру считается по-божески там $800 в новостройке в месяц. Если мы говорим о two-bedroom, three-bedroom и лакшери, там может доходить до $1500 в месяц. Это обслуживание, maintenance, то, что ты перечисляла, собственно говоря, бассейн, общие территории, спортзалы. Если мы говорим об отдельно стоящих домах, которые находятся за пределами gated community, то там ты ничего не платишь, но все расходы, в общем-то, на тебе, как на собственнике. Ты не платишь maintenance, ты платишь коммунальные платежи. Если твой дом находится за пределами комьюнити, квартиру ты никак не вынесешь за пределы билдинга, поэтому за квартиру приходится платить. Вот. И у нас еще есть такая организация, которая называется, она в каждом практически высотном билдинге, без нее невозможно. Это, скажем так, советский ЖЭК, да, то есть это HOA, общество собственников, и оно также есть в gated community.
которые принимают решения, то есть там ты не можешь даже свободно распоряжаться сдачей в аренду своей недвижимости. То есть перед покупкой я всегда для своих покупателей, особенно если они из других штатов или из других стран, и они не знают этого, то есть можно подобрать объекты недвижимости для сдачи в аренду, но подходят не все. То есть я внимательно проверяю перед тем, как предложить клиенту, есть ли там разрешение на сдачу в аренду. Как правило, gated community, как у вас коммунидады, сдавать в аренду меньше, чем на год нельзя. Если мы говорим о квартирах, то сдавать в аренду можно только в кондо-отелях. То есть кондо-отель – это когда, по сути, это высотный билдинг, который разрешает аренду посуточную или же помесячную. Но таких объектов недвижимости по юго-восточной части Флориды, которые относятся к Майами и окрестные города, Большой Майами, таких объектов, пожалуй, 15% максимум. То есть нельзя взять любую квартиру на пляже и сказать, что я хочу купить ее и сдавать в аренду. Тебе не разрешит общество собственников. И с этим обществом собственником даже нужно согласовывать покупку объекта. То есть у нас даже были случаи, когда человек хочет купить квартиру или хочет снять квартиру на год, хозяин они подписывают договор, и потом эти документы передаются в общество собственников, которое 30 дней имеет по закону, до 30 дней на то, чтобы принять решение о том, согласны ли они принять конкретно вот этого человека как арендатора или покупателя. И бывали случаи, когда отказы были, причем борд этого общества собственников представлен, как всегда, такими старожилами, то есть это люди на пенсии. Это дедовщина немножко. Это дедовщина, по-честному. То есть и они вот лежа на пляже, их просишь, пожалуйста, у нас там сделка горит, они говорят, у нас есть 30 дней, и мы собираемся раз в месяц, последняя среда-пятница на полнолуние, и мы обязаны ждать. Какой ужас. Мы обязаны, я вас напугала, мы обязаны ждать. Да, пока они согласятся. И бывает, что approval, но для approval необходимо клиенту предоставить все свои финансовые документы. Они это обосновывают тем, что они хотят, чтобы уровень жизни жильцов был примерно одинаковый, проверяется criminal background, то есть безопасность, проверяется, не было предыдущих evictions, то есть не выселяли ли этого арендатора из других объектов недвижимости, проверяется его финансовая состоятельность оплачивать аренду, а если человек покупает, то все равно это тоже все проверяется. И иногда даже бывало так, что при подаче документов ипотечному брокеру на согласование кредита на покупку банки устраивает финансовое состояние клиента, а директора борда не устраивает. И они имеют право, согласно законодательству, дать отказ. И на вопрос «почему?» сказать «потому что». Вот так. О страховке я тоже хотела поговорить, потому что сейчас Вероника смеется, а я и Флорида плачем, потому что страховка на недвижимость во Флориде в связи с ураганами, которые у нас бывают периодически, она самая высокая, пожалуй, по штатам. Ну, скажем так, за квартиру и новый таунхаус, если это new construction, да, то там будет приниматься во внимание два фактора при оценке. Чтобы была крыша новая, то есть это связано с тем, что снесет ее ураган или не снесет, унесет или не унесет. И окна, и двери должны быть противоураганные. И, конечно же, противоураганные окна и двери, они, и плюс новая крыша, это стоит довольно-таки дорого в Америке, да, то есть, не знаю, в среднем вот остеклить домик там до 200 квадратных метров, стандартный какой-нибудь, будет стоить, наверное, порядка около $20 тысяч. Хотя есть там сейчас наш любимый DeSantis, губернатор, придумывает какие-то плюшки, как-то дает какие-то возможности для жителей Флориды это сделать дешевле, но вот элементарно поменять крышу на доме, на новую, чтобы ей было не 30 лет, и это делается для того, чтобы страховка снизилась. То есть поменять крышу может стоить там порядка уже $35-40 тысяч. И выше, в зависимости... Страховка? Тогда страховка снизится там примерно до $3000 в год. Снизится. А так, да, если мы берем таунхаусы, она может быть до $3000 в год на новую, от 2,5 до 3 в зависимости от покрытия рисков. Но если это дом, вот тот, что в хороших местах для короткой аренды, это, как правило, дома ближе к океану. У нас, да, там Атлантический океан, и к инфраструктуре, то есть чтобы еще было куда-то пойти потусить, да, недалеко.
И в таких местах, как правило, недвижимость строилась очень давно. Они захватывали как бы ближе к океану раньше. Соответственно, это дома там 1950-х годов. И со старыми крышами, если там не сделали еще реновейшн, то твоя страховка может стоить там до $10 тысяч в год. Вот. Если же ты купил эту недвижимость, сделал обновление, реновейшн, да, там, поменял крышу, окна, двери, то ты можешь ее снизить там, ну, наверное, до 4-5 это минимум. Что касается квартир, там лучше ситуация. Если мы покупаем квартиру в здании, будет страховая компания, конечно же, учитывать наличие страховки у самого здания. Но даже для квартиры это будет как минимум $1500 в год. Я сейчас говорю о страховках, это связано с тем, что большинство американцев покупают недвижимость в кредит. То есть это требование банка. Ты не можешь завершить сделку с банком, с финансированием, пока ты не предоставил страховку. Если человек покупает за свои деньги, таких покупателей примерно 20% всего лишь, тогда даже у кого есть деньги, они предпочитают ими по-другому распоряжаться, там покупают несколько объектов недвижимости, но все равно берут кредит. И тогда в таком случае страховку ты не обязан делать, но если ты живешь во Флориде, понимаешь, что с сентября, там, с конца августа, сентябрь, октябрь – это сезон ураганов, и выгодно все-таки, риски очень высокие, недвижимость стоит очень дорого, то, конечно же, страховка необходима. Поэтому те 200 евро, которые у меня списались за страховку со счета, я позвонила, уточнила, говорю, это в месяц? Мне говорят, нет, Вика, это за год. Я говорю, боже, я еще раз просто порадовалась. Как будто финансовая грамотность, которая здесь стоит где-то рядом с нами, нам говорит тихонечко так, выбирайте Испанию, выбирайте Испанию, наслаждайтесь. По крайней мере, я скажу так, зарабатывать деньги очень хорошо в Америке, потому что там другие цены. И там и очень дорогая жизнь. Это мы с тобой, наверное, можем снять серию разных видео о стоимости жизни, об образовании.